На самом деле это было противорадиационное убежище, но кто его построил? Ответ на этот вопрос нашелся сразу. У дома был только один владелец. Здание было построено еще в 1951 году и принадлежало врачу по имени Фрэнк Панч. Согласно городским записям, Панч начал строительство убежища на своем заднем дворе в 1960 году, примерно спустя 10 лет после постройки дома. Но почему ему это пришло в голову? Дело в том, что в 1960-х годах была в разгаре холодная война. Панч был осторожным человеком. Он понимал, что отношения между Соединенными Штатами и Советским Союзом могут очень быстро ухудшиться. И на случай начала войны он и построил убежище. Это было обычным явлением. Убежища, как частные, так и общественные, в те времена были нередки. И все же бункер, который построил Панч, не был обычным. Он включал в себя довольно сложную инфраструктуру, телефонную линию, электричество и систему вентиляции, обеспечивающую циркуляцию свежего воздуха по всему помещению. Но и это еще не все. Панч также поместил в убежище все, что он посчитал необходимым в случае чрезвычайной ситуации, а именно двухъярусные кровати, фонарь и складной туалет. Вдобавок ко всему, в бункере имелось достаточно еды и припасов на несколько недель. Там было все, что можно было бы найти в 1960-е годы в убежище от радиоактивных осадков, сказала Кэрол в интервью Daily News. Это была еда, одежда, медикаменты, инструменты, фонарики, батарейки, все остальное необходимое, чтобы пережить 2 недели в подобном месте. Кен и Кэрол были удивлены, когда открыли коробки и обнаружили, что спустя 50 лет после того, как Панч спрятал их в бункере, они находились в хорошем состоянии. В основном это были наборы с коробками с кукурузными хлопьями, банками с конфетами и пакетами с шоколадным печеньем. Помимо продуктов питания, в убежище имелось также оборудование, которое бы очень пригодилось в случае ядерной атаки. Например, счетчик Гейгера, который можно использовать для измерения радиации. Карл и Кэрол также нашли охотничье снаряжение и предметы первой помощи. Но что им делать со всеми этими находками? Пара решила, что не хочет оставлять их себе. Они отдали найденные предметы историческому обществу города Нина. Но на этом история не закончилась. В мае 2013 года все находки из убежища семьи Холлерсвик были выставлены в рамках выставки, посвященной типичному дому 1960-х годов города Нина, штат Висконсин. Позже история о бункере, который семья Холлерсвик обнаружила на своем заднем дворе, появилась в национальных СМИ. У многих возник вопрос, почему семья так долго ждала, чтобы открыть люк? Большинство людей написало в комментариях, что если бы они переехали в этот дом, то первое, что они бы сделали, это открыли люк и узнали, куда он ведет. В ответ семья Холлерсвик заявила, что они не делали этого, потому что считали, что в убежище ничего нет. На этом все, друзья. С вами был Гуглов. Увидимся в новом видео. Пока-пока.